Для тестирования новых подходов и решений в реальных условиях городов по всему миру создаются живые лаборатории. Это посредники между жителями, инновационными компаниями, исследовательскими организациями и регионом. Живые лаборатории позволяют быстро создавать прототипы и подтверждать масштабируемость инноваций. Первый эксперимент на территории живой лаборатории Томска запустили в октябре 2018 года. Инициаторами выступили представители креативной индустрии из России и Нидерландов с целью поиска новых решений для комфортной городской среды. Мы хотели создать наполненные смыслом общественные пространства, пробуждающие дух предприимчивости молодых поколений и взаимодействия городских сообществ. К 2025 году поколение Y и Z составит большую часть трудовых ресурсов во всем мире. Вся территория живой лаборатории наполнена студентами из разных городов и стран. Они хотят разнообразия в городской среде, многофункциональных пространств, внедрения технологий, соединения истории места и новых слоев, разнообразия цвета и материалов, а также экологичности окружающей среды. Для реализации эксперимента мы сформировали временную дизайн-студию из 45 молодых специалистов. Команда работала каждую пятницу на базе ДГАСу как самоорганизующееся профессиональное сообщество с горизонтальной структурой. На весь эксперимент у нас было 52 пятницы. Работали в гибких командах и небольшими этапами. Проектные решения выполняли с применением BIM-технологий. Мы начали с выявления объективных источников дискомфорта в городской среде. Предпроектный анализ 160 тысяч квадратных метров территории выполнили по 10 слоям. Все этапы проектирования выполнялись при участии пользователей, местных сообществ и заинтересованных сторон. Если дизайн решения совпадает с потребностями людей, мы получаем востребованное общественное пространство. Тех пользователей, кто стремится к новому, мы вовлекали на начальных этапах проектирования, чтобы избежать тривиальных решений при чрезмерной ориентации на мнение большинства. Широкой общественностью тестировали уже готовые дизайн-решения. В рамках соучаствующего проектирования было вовлечено 500 уникальных пользователей, 6 местных сообществ и 30 организаций. Основным инструментом были воркшопы, и каждые 2-3 месяца мы проводили открытые презентации. Тестирование среди пользователей мы провели в местах их концентрации. Также со стейкхолдерами было организовано более 50 встреч и совещаний. Все активности по соучастию мы дополнили освещением в СМИ и выставках на отраслевых мероприятиях. Для самой исторической и в то же время наиболее отражающей атмосферу города улицы Усова мы разработали комплексный дизайн-проект. В нем мы соединили контрастные настроения, динамичное утро и расслабленный вечер. Чтобы снизить конфликтность при передвижениях, мы разделили потоки. Четную сторону выделили под скоростной транзит пешеходов и двухколесных транспортных средств. По нечетной стороне активизировали все ниши между зданиями. В результате 40% улицы превратились в сеть общественных пространств. Улица Вершинина-Елыткина больше похожа на международный двор. Общежитие на Лыткина мы хотим объединить молодежным бульваром. На Вершинина участок, где должно забиться сердце кампуса, это перекресток, где находится памятник деревянного архитектурного наследия Томска. Его интеграция в жизнь студентов повысит социально-культурную ценность улицы. Этот участок стал отдельным пилотным проектом, который получил поддержку посольства Нидерландов в России. На бывшей индустриальной территории мы хотим сформировать центр экономической активности студентов. В административном здании спроектировали городской коворкинг для креативной индустрии. Наибольшую рекреационную ценность и ключевой смысл улице Вершинина придает открывающийся вид на реку, ради которого стоит пройти всю улицу до конца. Поэтому именно здесь, в мае 2019 года, мы реализовали первые преобразования, создав место своими руками вместе с жителями и студентами. В качестве подхода к изменениям мы использовали плейсмейкинг. После оживления участка появилось 16 новых моделей поведения, а агентство стратегических инициатив включило кейс в лучшие практики и распространило подход среди других университетов России. Волну плейсмейкинга поддержало IT-сообщество Томска, совместно с которыми мы создали пиксельный город на конференции «Город IT» в сентябре 2019 года. Временные краткосрочные решения, которые можно реализовать уже сегодня, мы комбинировали с долгосрочными, более постоянными. Трубы теплотрасс вызвали у нас образ большого адронного коллайдера. На глухие заборы и стены мы решили нанести граффити, которое бы изображало развитие Вселенной от Большого взрыва до наших дней. Пока картон, пока флажки и булавочки,
завтра велодорожки, велосипеды, электромобили там, и транспорт. То есть мы это все увидим с вами, я думаю, что в течение там, следующего года, через год, через два, это будет совершенно другая территория. Уже в 2019 году мы реализовали первых 2 проекта посредством благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Мы создали сквер, подчеркивающий международность студенческого сообщества. Использовали плавные, обтекаемые формы, чтобы повысить проницаемость пространства для людей. Проектные решения разрабатывались таким образом, чтобы люди могли проявить импровизацию и реализовать различные модели поведения. В нашем дизайне мы разворачиваем людей друг к другу, вносим разнообразие в функции, формы, материалы и виды зеленых насаждений. С развитием урбанизации и умных городов возрастает роль креативных индустрий. Сегодня постиндустриальные страны видят источник развитости и устойчивости общества в переходе к креативной экономике, в которой основным фактором производства является творческая активность населения, способная создавать принципиально новые продукты. Наш вклад – это создание среды, в которой можно проверить эффективность новых продуктов.